Всем привет! Как я и говорил в прошлом видео, в этом месяце хочу плотно поработать над этим проектом, и поэтому выходит еще одно видео с Quadri VTEC из Киберпанка 2077. Хочу сказать всем большое спасибо за поздравления и поддержку, все прочитал и поставил под каждым комментарием лайк. Также хочу сказать спасибо за то, что вы кликаете по рекламным ссылкам в описании, это очень помогает и мотивирует строить этот непростой проект. Итак, в этом видео я буду работать со средней частью. Склею дверные проемы, пороги и крышу. Двери пока что оставлю, займусь ими в самом конце, скорее всего, когда весь кузов будет готов. Как оказалось, самая неприятная и сложная часть — это боковые полосы под дверным проемом. Они прямые, но имеют множество раковин, которые я хочу исправить пластилином. В этот раз буду работать специальным инструментом. Попробовал и понял, что исправлять я это буду не один день. И все равно получу плохой результат. Придется потом исправлять и матрицы, и готовые детали. И самым оптимальным вариантом будет просто все убрать и сделать по новой. Тем более есть уже готовые решения в виде алюминиевых П-образных профилей, которые идеально подойдут по своим размерам. Первым делом я убрал все полосы и сделал ровную плоскость ПВХ пластиком. Мне понравилось работать с пластилином, и боковые стенки я выровнял с помощью него и разогретого шпателя. Кстати, пластилина на всю среднюю часть ушло около 4 килограмм. Нужно было сразу так сделать, но это все приходит с опытом. Что мы с вами только не делали, и авто из постапокалипсиса, и оружие из будущего, и различные страшные маски из хорроров. Даже милая маска енотика из GTA 5 воплощена в жизнь. Что делать дальше? Может быть, захватить мир Dark Fantasy? Есть на примете у меня одна игра. Raid Shadow Legends, новая коллекционная RPG с огромной армией фанатов. 15 миллионов скачиваний на минуточку. Игроки оценивают Raid даже в Google Play, игра в тройке лучших мобильных RPG. А что можно воплотить в жизнь, спросите вы? Да что угодно, от брони до оружия, почему бы и нет? Ведь здесь детально проработаны скины, графика и герои на максималке, не говоря уж о 3D составляющей во время боя. Благо и выбор большой, в игре более 400 чемпионов из 16 различных фракций. Красивые локации, которые так и манят вас в увлекательное приключение, в которых раз за разом вы непременно будете огребать по голове. Интересные подземелья, кампания с голосовым сопровождением, а для любителей PvP арена против реальных игроков, клановые бои и многое другое. Игра набирает колоссальные обороты, разработчики штампуют обнову за обновой. Каждый месяц в игре появляется более 14 новых чемпионов, а совсем скоро игроков ждут новые фракции, групповые арены и опасные клановые боссы. Что самое крутое, так это система наград. Здесь ты получаешь бонусы буквально за все. Например, пройдя миссии развития, каждый игрок получит сильного легендарного чемпиона, арбитра, уровни, ачивки, квесты, прокачка. Все это здесь есть. А потому торопись, ведь никто не знает, когда закончится халява. Качай игру по ссылочке в описании и получи 50 тысяч серебра и эпического чемпиона в качестве бонуса. Ну а я пока выберу, которое можно слепить. Также с помощью пластилина я привел пороги к общему знаменателю, так как правый и левый пороги по высоте не совпадали. Те же манипуляции сделал и с другой стороны. Теперь все ровно и совпадает. Напилил по размерам алюминиевый профиль и стал подгонять его на свое место. Заранее сделал примерные отметки маркером. Вот такая ровная красота получилась. Осталось доделать крышу.
На всякий случай решил установить подпорку под центр крыши, так как иногда придется на нее опираться руками. Летать я так и не научился, не хватило времени, и я решил выйти из этой ситуации мостом из 2 стремянок и пары досок. Конструкция немного шаталась из-за неровного пола, но работать так намного приятнее, чем тянуться и опираться грудью на пенопластовую модель. Зашпаклевал центральную часть и исправил прошлые косяки шпаклевки. Первые формы я буду снимать с крыши и боков. Для этого я отгородил их пластиковыми полосками от других деталей. Делал сразу несколько деталей, потому что так удобнее. Пока одно сохнет, можно заниматься другим. Дальше делал за разделительным спиртом. Добавил в него обычного красного колера. При съемке его не очень хорошо видно, но глаз отличает сразу, где есть, а где я его пропустил. Какое же было мое удивление, когда я понял, что спирт впитывается в шпаклевку и не дает разделительный слой. Хорошо, что я покрыл всю переднюю часть акрилом, даже не зная об этом факте. В противном же случае пришлось бы выковыривать модель из форм. Нанес на модель акриловый бесцветный лак с помощью краскопульта. После его высыхания обработал детали разделителем. Сделал гель-коут более насыщенным, добавил больше зеленого пигмента и нанес его на подготовленные детали. Боковую часть покрыл в 3 слоя с промежуточной сушкой. Поднимал температуру тепловой пушкой для скорейшего схватывания геля. Пока пушка работала, уходил из мастерской и пил чай. Кстати, всем приятного аппетита, кто кушает под видео. Примерно через 3 часа все это дело затвердело, и нужно заармировать гель-коут стекломатом. Вот тут-то и раскрывается прикаточный валик. На ровных поверхностях работать с ним одно удовольствие. Далее использовал стеклорогожу, и скорее всего на матрицах я ее использую в последний раз. Поработав с ней, понял, что она не так сильно нужна. Легче положить еще пару слоев стекломата, чем мучиться и вырезать ее по размеру. Она больше нужна для готовых деталей, когда нужно, чтобы внутренняя часть изделия тоже хорошо и презентабельно выглядела. После крыши буду клеить бок. Для этого решил попробовать стекловуаль, который имеет малую плотность в отличие от 300-го стекломата и лучше ложится на неровности.
Попробовал и, честно говоря, не заметил большой разницы, так что продолжу работу с 300-м стекломатом. Оказалось, на такую неровную поверхность очень долго приформовывать стекломат, и очень сложно, так как находишься всегда в согнутом положении. Без пузырей, конечно, не обошлось, но они легко убираются с помощью болгарки. Для продолжения работы убрал всю мешающую бахрому и уже ненужные отбортовки. Следующими деталями будут передняя стойка и дверной проем. Сделал для них свои отбортовки и прошел разделителем, ну а далее все по отработанной схеме. Пока я работал, не заметил, как полиэфирная смола стекла и накопилась в желобе. При застывании больших объемов смолы вырабатывается тепло. Полиэфирка разогрелась примерно до 70 градусов, но, к счастью, ничего плохого не произошло. Стойку заформовал не до конца, ждал, пока проем высохнет, чтобы не делать лишних деталей. После высыхания убрал отбортовки и продолжил клеить стойку. Также в нее будет укладываться металлический профиль на стадии формирования каркаса поддержки для всей матрицы. На очереди самый низ порога. Также убрал лишнюю часть матрицы болгаркой. Осталось сделать отбортовку и уложить стекломат. Фух, с центральной частью я закончил, и также это видео подходит к концу. Как я и говорил в начале, хочу поднажать и доделать всю матрицу в этом месяце. Но пока это под вопросом. Если это видео собирает больше 350 тысяч просмотров, то 7-я часть выйдет в конце месяца. Если нет, то тогда 50 на 50. В любом случае, рано или поздно она выйдет. А пока всем спасибо за внимание и поддержку, ваши комментарии и лайки. Увидимся в следующем видео.